Всем привет! Сегодня приготовим невероятно вкусный салат с копченой скумбрией. Это простой и быстрый рецепт с небольшим количеством ингредиентов. Вареный картофель трем на мелкой терке. Понадобится 2-3 картошки в зависимости от размера. Берем большое плоское блюдо и на него ставим кулинарное кольцо. В кольцо первым слоем выкладываем тертый картофель. Равномерно его распределяем по дну. Диаметр моего блюда 25 см, а диаметр кольца 16 см. Наносим сеточку из майонеза. 2 соленых огурца нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Вторым слоем на картошку выкладываем огурцы. Равномерно их распределяем. Наносим сеточку из майонеза. Одну копченую скумбрию очищаем от костей и кожи. Сначала разрезаем ее на 2 части. Вынимаем хребет с костями. Снимаем кожу. Для салата понадобится одна небольшая скумбрия весом примерно 300 грамм. Я использую скумбрию горячего копчения, но по желанию можно взять и холодного копчения. Очищенное мясо рыбы нарезаем небольшими кусочками. Рыбу выкладываем на салат следующим слоем. Равномерно ее распределяем и немного утрамбовываем. Одну луковицу разрезаем пополам. Половину луковицы нарезаем мелкими кубиками. Лук выкладываем сверху рыбы, равномерно его распределяя. Наносим майонез. 4 вареных яйца разделяем на белок и желток. Белки трем отдельно на крупной терке. Также отдельно натираем желтки на крупной терке. Следующим слоем на салат выкладываем белки. Наносим сеточку из майонеза. Сверху все посыпаем тертым желтком. Салат украшаем листиками петрушки. Выкладываем их по кругу. Аккуратно, немного проворачивая, раздвигаем кольцо и снимаем его с салата. Салат готов, можно подавать на стол. Салат со скумбрией получился очень вкусным и сытным, готовится совсем несложно и ингредиентов немного. Такой салат отлично подходит к любому праздничному столу. Также у меня на канале есть и другие рецепты салатов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим очень вкусный салат римский. Он разнообразит и украсит любое праздничное меню. 300 грамм мяса нарезаем сначала на пластинки поперек волокон, а затем брусочками. Для этого салата я использую говядину, но по желанию можно взять и любое другое мясо. Нарезанное мясо выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом. Обжариваем мясо на самом большом огне. При готовке мясо нужно посолить. Я забыла, поэтому посолю его уже в салате. Когда мясо подрумянилось, наливаем в сковороду полстакана кипятка. Накрываем крышкой и готовим на небольшом огне еще примерно 10-15 минут. Готовое мясо выкладываем на тарелку и оставляем остывать.
Одну луковицу нарезаем полукольцами. Нарезанный лук перекладываем в мисочку. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара. Наливаем 2 столовые ложки яблочного уксуса или 1 столовую ложку 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем лук мариноваться на 10-15 минут. Огурцы нарезаем вдоль на пластинки, а затем нарезаем брусочками. Для салата понадобится 300 грамм огурцов. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим. Перчим черным молотым перцем. Все взбиваем вилкой в однородную массу. Горячую сковороду смазываем растительным маслом. Из яиц жарим 3 блина. Каждый блин жарим только с одной стороны. Яичный блин снимаем с огня и сразу же горячим сворачиваем в рулетик. Оставляем остывать. Так рулетики будут меньше раскручиваться. На блюдо по кругу выкладываем листья салата. Первым слоем кладем мясо и равномерно его распределяем по блюду. Мясо солим и перчим черным молотым перцем. Я это делаю сейчас, так как при готовке мяса забыла его посолить. Сверху на мясо выкладываем маринованный лук. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем нарезанные огурцы. Немного их солим. Наносим майонез. Блины уже остыли, нарезаем их колечками. Все колечки из блинов раскладываем сверху на салате. Нарезаем зеленый лук. Луком посыпаем салат сверху. Также салат посыпаем измельченными грецкими орехами. Их можно заменить кунжутом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат римский получился красивым и очень вкусным. Мясо придает салату сытность, а огурцы легкость и сочность. Ингредиентов немного и приготовление несложное. Такой салат прекрасно подходит для любого праздничного стола. И последним приготовим очень красивый, вкусный и простой в приготовлении салат «Африканская роза». Это изысканное блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Берем 2 помидора среднего размера и нарезаем их кружочками. На большое плоское блюдо выкладываем кружочки помидоров внахлёст друг на друга, создавая красивую основу. Диаметр моего блюда 31 см. Теперь нарезаем одно куриное филе небольшими кубиками. Куриное филе я предварительно отварила в течение 20 минут в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа. Четыре вареных яйца тоже нарезаем кубиками. – 150 грамм сыра нарезаем небольшими кубиками. Я использую сыр гауда, но можно взять и любой другой, например, голландский. В миску выкладываем нарезанное мясо. 1 банку консервированных ананасов кусочками.
сыр, 1 банку консервированной кукурузы и подготовленные яйца. Салат слегка солим. Заправляем майонезом и перемешиваем. Готовый салат выкладываем горкой в центр блюда. Аккуратно выравниваем ложкой, создавая серединку цветка. Оставшуюся нижнюю часть помидоров нарезаем кубиками. Кусочками помидора украшаем салат сверху. По бокам салатную горку украшаем листиками петрушки. Также серединку салата слегка посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Для пикантности и красоты салат немного перчим черным молотым перцем. Посыпаем перцем и по нарезанным помидорам. Вот и все, салат готов, можно подавать на стол. Салат «Африканская роза» получился невероятно красивым, аппетитным и необычным. Готовится просто, а выглядит эффектно. Сочетание нежного мяса, сыра, сочных овощей и сладких ананасов делает вкус сбалансированным и очень приятным. Обязательно приготовьте такой салат, он прекрасно впишется в любое праздничное меню.